Так, мы находимся в Альфард Customs. Всем вам знакомый Хаммер уезжает. Всем вам знакомая Победа стоит. Незнакомый Мерседес какой-то новый. И завтра мы здесь будем, как написали ребята из Альфард, настраивать аудиосистемы. Но это не совсем так. Я хочу сразу извиниться за недопонимание, чтобы люди не думали, что они приедут сюда и им настроят их систему. Это невозможно. Во-первых, много систем настроить. Во-вторых, все аудиосистемы очень сильно отличаются. Если аудиосистему делали в каком-то другом месте или самостоятельно, она нуждается, скорее всего, 99% не в настройке, а в переподключении. Что значит система нуждается в переподключении? Как можно иначе подключить систему? Тёма, Денчик, президент, мистер президент и Вилсаком. Тиму все знаете, помните? Всем привет, дорогие друзья. Да, вот если я смотрю прямо, я вот что вижу. Сейчас мы должны это проверить. Сядь, пожалуйста, назад. Мишка. Ты что, медведя рекламируешь? Да. Как только он до нее докоснется, в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем автомобиль. Как можно иначе подключить систему? Да вообще на ателье автозвука не похоже. Шлюшатня чистая. Посмотри, везде тёлки. Звездный Витя, видите у него? Смотрите, звезды. Американский шпион. Ну вольни чуть-чуть, ну видео снимаем. Для видео можно. Тёма. Что, наебнул Хаммер? Не берите гибрид, не берите лонг, не берите 11-го года машину, посвежее берите. Не берите, блядь, F01, возьмите F10 лучше. Не берите BMW вообще никогда. Все, что подключено не у них, надо переподключать у них за 999 тысяч миллионов рублей. А чья BMW? Твоя, Леха? Чек не горит? Нет. Не горит уже? Нет. Уже лампочка выкручена. Это президент тебе драк. Ты что здесь делаешь, Леха? Будет замеры еще будут делаться? Да. Некачественным прибором. Денис, сколько сегодня по заявке, думаешь, пильнешь кому-нибудь? 170 будет? Не, ну пару-тройку децибел кому-нибудь добавить. 170 на 33 надо. Так, мы находимся в Альфард Customs. Так, тум-дум-дум-дум-дум-дум. Тёма. Что, наебнул Хаммер? А запустишь? Нет, не работает? Ну, вот видите, нихуя не вечность. Вот гелик вечный, смотрите. Сколько лет прошло, он все денег почему-то стоит. Сейчас будет одно из двух. Или настройка и консультация, или менты приедут. Потому что уже звонят, вызывают ментов, говорят громко. Потому что люди приехали на настройку и делают что? Как обычно. Высаживают аккумулятор. Да, валят музыку. Тиму все знаете, так, помните? Всем привет, дорогие друзья. Да, вот если я смотрю прямо, я вот что вижу. Вот, я это на обзор хотел оставить, ну я ставлю, да, подскочишь же на обзор. Я с кайфом. По хорошей традиции. Конечно. Но сейчас мы должны это проверить. Сядь, пожалуйста, назад. Все машины Саши, я скажу, моментальный обзор. Подожди, это надо издалека снимать. Не помещается все в кадр. Я залезу вот сюда. Ну попробуй, ну да. В ешку штук поместился. Да прости, свою ешку, она была хоть... Давай, давай. Я как девственник, не знаю, как ходить вообще. На тебя вся надежда. А то говорят, автомобиль некомфортный. Ну. А ты оттуда и машиной управлять, я смотрю, можешь, да? Ну, гля, смотрите. Человек сел, вроде все нормально. А теперь на детское кресло можешь? Я шучу. Так. Да нормально вроде, да? Однозначно, бывает проще. Ну вот, все. Огонь, Вопросов больше нет. Так вставать можно. Смотрите, что с Хаммером. Пустой. Ничего не видно. Не видно. Нету басухи, все. Вот если мой друг все-таки говорит, вот прям прет уже к горлу, хочется немножко стошнить, он открывает окно высовывает такой и на весь город. Первая машина у нас, рекомендации какие? Тебя как зовут? Роман. Вот Романа первая машина. Это у нас что, пятнашка, да? Я не увидел. Вот вчера писали, что может быть подключено не так. На самом деле вот редкая машина, практически все верно подключено. У нас баланс, с балансом все хорошо. Пищалки от магнитофона, естественно, рекомендация первая кинуть их на усилитель. Магнитофон у нас поканальный, режет пищалки отлично, но потенциал полностью не раскрывается, потому что можно их усилить и будет как бы погромче. Дальше рекомендация пропустить плюс напрямую с аккумулятора.
с прикуривателя, да, он стоит. Ну, судя по всему, даже если вот с аккумулятора, если вот так происходит, значит питание очень плохое к нему подходит, на качество звука влияет и не очень безопасно. Ну, то есть должна быть хорошая масса, толстая, хороший плюс. И желательно, чтобы они шли напрямую с аккумулятора. Ну и через предохранитель, естественно, там посмотреть по номиналу 3-5 ампер. Здесь у нас трехполосочка, приятно, ну, можно доводить сейчас, перебор по средним частотам. САП шикарно, мне нравится. САП отрабатывает вот как надо. Прям и негров можно, да, послушать. Плюс еще рекомендация на АЦЦ перекинуть. Если мы достаем ключ, у нас магнитофон остается работать. Это, во-первых, вы можете забыть его включенным, когда уходите из машины. Во-вторых, многие магнитофоны, особенно двухдиновые, очень любят поджирать. Бывает такое, что вот лагает, бывает, так, когда вот. И что надо сделать? Панельку скинуть? Ну вот, пожалуйста. Не включается у нас магнитофон, и ребята говорят, что уже так было, и я вот грешу, если честно, на как раз вот питание неправильно. Надо хорошо подпирать, потому что может предохранитель сгореть, может даже сам магнитофон из строя выйти, хотя это ну крайне редко бывает, но запитан он должен быть хорошо. Здесь тоже рекомендация, здесь как бы все по-любительски, ну ничего страшного, заделки нет, ну в ателье, конечно, так делать не надо, но когда люди там сами делают, ничего страшного. Но вот здесь это криминал, вот смотрите, у нас провод плюсовой, причем он лежит на железке, причем на такой, я бы сказал, острой, и он об нее трется, я так понимаю, да? То есть он, ну да, он играет. И он, даже мы можем поднять, я думаю, там он уже чуть-чуть подпилена изоляция. Как только он до нее докоснется, в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем автомобиль. Поэтому вот эти моменты все. Здесь тоже не очень хорошо, но это как бы масса. И даже если она перетрется, ничего страшного, просто это как бы не очень хорошо. А здесь у нас, да, вот такая беда. Да, мафан у нас, кстати, не включается. Я хотел на видео показать, что нельзя так запитывать мафан, потому что он может сгореть. Ну и, видимо, что-то случилось. Никогда на питании не экономьте. Я не про деньги, а про толщину проводов и про подключение напрямую. Все питание максимально короткое, максимально толстые провода, максимально, короче. По багажнику тоже каких-то таких прям супер рекомендаций нету, но экспериментировать надо. В седане желательно, конечно, в первую очередь пробовать сабом назад и портом от слушателя. Следующая тачка у нас японская. Владелец автомобиля. А ты что тут делаешь? Я слушаю себя. Нравится? Вот опять ситуация. Я вот этого комментатора, я даже его имя напишу вот здесь. Написал вчера один. Типа, как может система быть подключена неправильно? Как можно иначе подключить систему? 730 мафан, он даже не в поканалке, грубо говоря. И таких случаев, я не шучу, это 9 машин из 10. Нету такого, что приехало и все отлично. Немножко уже прибавляется машин. В этой машине уже решили доделать, да? До ума довести. По Короле у нас такой уникальный, чисто бродячий стайл, пищалки у нас штатные, сабвуфер играет вообще, да, разрывает. Да, ну смотрите, короче, мы чуть-чуть подняли уровень высоких, чуть-чуть уменьшили бас, чуть-чуть стало сейчас среднее. Настраивать, прям выводить эту систему, я честно тебе скажу, я не хочу. Нет, смысла нет. Потому что я сейчас сделаю, грубо говоря, там на 5 баллов, но если там нормально установить, будет 100 баллов. То есть смысл сейчас чуть-чуть добавлять. Вот, поэтому надо пищалки менять, 4-канальник добавлять, делать все стерео, потому что тут сейчас бардак полный. Лево это перед, право это зад, что-то в этом роде. Я даже вникать до конца не стал. САП чуть-чуть убрали, чуть-чуть подрезали, и в принципе как бы сейчас получше, наверное, чуть, но может потише. Это Виталик. Вот его тролльте за распаковку, он их снимает. Надо, ты слышал что? Надо юмора больше. Такое движение тут. Dynamic State Technology. Технолог. Что там есть технологи? Вы технолог? Там на стекле на лобовом, на заднем технолог написано. Нет, Dynamic State умер быстро. Так, тут что, тоже Все типа как в Короле? Все в штатных местах. Но не штатный, да? Тут 407, 715 ММО, сзади X6C, сабовая. Без пищалки сзади? Сзади, да, без пищалки. Ага. HL15X. Ну что, Тёма, тут нравится тебе? Ну да, нормально. Лучше, чем в Хаммере вот сейчас, по-любому. Но если учесть, что ничего так не нравится. Ну вот же. Калитка вообще. Я вообще не понимал никогда людей, которые берут машины двухдверные. Мишка. Ты что, медведей рекламируешь? Да. А? Макс заплатил. Предатель.
Так, у нас машин добавилось, там уже что-то меряют. Я пойду вон ту послушаю. Ильдарчика реклама. Это у нас какой? 203? Это его родной, да, цвет? Да. Тебя как зовут? Витя. Витя, так, цель какая? Просто получить консультацию, мнение о настройке или что-то конкретно не устраивает? Короче, смысл такой. Хотел бы доработать. Кайф голос поднять выше. Ну, серединку, да? Да. Она играет из-под ног, кайф, чтобы она играла. А, вот так вот даже. Прям сцену ты имеешь в виду? Да. Я думал, уровень. Ну, я тут вижу сразу какое решение. С мидов убрать середину, наверняка ее много. И они оттягивают тебе сцену вот туда, под задницу. Больше добавить на СЧ, распустить высокие, и тогда у нас чуть-чуть сцена вылезет вверх. Громкость, естественно, упадет. Грамотно достаточно, в принципе, настроено было, но чуть подвели. Тут с задержками беда. Тут беда с тем, что вот этот динамик играет в задницу, а этот прям в тебя, если нет пассажира, а если он есть, картина просто наоборот все меняется. Ты слышишь этот, а этот не слышишь. Это решается предустановками для с пассажиром, без пассажира. Т-34 одна направлена вот прям в тебя, другая играет куда-то в руль, поэтому она тише. То есть подняли уровень левого динамика, задержки твиттеров сделали, задержки по мидам. И в принципе сейчас сцена вытащилась чуть-чуть, чуть-чуть распустил миды. Стали лучше панчить, ну и там были еще некоторые вещи, там типа сабвуфер на 80 Гц зачем-то порезанный, ну чуть-чуть довели. Сейчас мы Витю попросим послушать, но он там уже сзади, да, вроде сказал, что лучше, чуть-чуть лучше стало. Так, ну это мой трек был, сейчас свой какой-нибудь послушать, что ты знаешь. Это в любом случае не полностью выведенная система, просто чтобы полностью вывести, мне там пару часов надо хотя бы в любом случае с ней ковыряться очень долго. Вот, у нас такая предварительная настройка, ну и консультация, ты знаешь, да, куда копать. Да, я это не буду настраивать. Я не буду это настраивать. Ну сюда что порекомендуем? Крутить динамики, да? У меня есть еще одна рекомендация. Так, теперь у нас Hyundai, правильно, да? Да. А вы как говорите у кого? Hyundai. Hyundai, так и говорите? Короче, у нас сейчас акцент, истинно таганрожская машина. Это у нас что, 80-й? Да. 80-й, тут у нас в штатных местах Руби и 102. Так, тут все просто, двухполоска. Сзади у нас двухканальник 2 по 210. И как разрулено? Через конденсатор. Ну, магнитофон стоит 80-й. Да. И ты понимаешь, что это не совсем разумно. Понимаю, да. То есть нам нужно что в идеале? Добавить еще 2 канала и можно сделать поканально твиттеры. Это у нас моноблок Аватар 2000-х. HP 15 правильно. А как зовут? Иван. Иван. Питание с аккума скинуто? Да. Не прикуривать? Не, с аккумулятора в штатке все. Ну то есть здесь с проводки, да, ты взял? С проводки, да. Ну это не очень хорошо. Но он не выключается, да, когда заводишь машину? Выключается. Ну это вот плохо. У нас до этого только что машина. Поменять надо это. Да, то есть ты должен понимать, что на нем, когда ты заводишь, на нем там 8 вольт может быть, 9 вольт. То есть он может сгореть, может пред выбить. Это очень плохо для маффана. Первое, что проверили, баланс фейдер, все у нас правильно. Сабвуфер был порезан на 80, не совсем хорошо, срезали на 63. И сразу видим, вот следующее, зачем, вот вчера в комментариях кто-то написал, как может быть подключено неправильно. Это такой бредовый вопрос. Вот вам, пожалуйста, 80-й Пионер. Он у нас не в поканалке. Пока что мы сделали, сцену вообще поставил, она отсутствовала, не было таких настроек, как там светится красиво. Эквалайзер настроил, чуть больше высоких добавил и чуть-чуть распустил миды. Сейчас должно играть поприятней. Кто пилил «Газель»? Касима передавит? Да, они сказали, сейчас мы подрастем, школу закончим, и хана тебе, Касим. Самый лучший и быстрый способ спалить аудиосистему. А ты навалишь, Витек, сегодня? Знаешь, что мне нравится, Дэн, вот такое мероприятие? Людей много приехало вот именно по делу, не просто там сфоткаться, да, поговорить. Вот, ну, вот именно музыканты, машины показать. И нам попроще. Мне говорят, слышишь, что типа устал фоткаться? Я говорю, человек 20-30 всего сфоткалось. В Саратове, я не знаю, только то, что на видео попало, там 300, на фото попало, мы по фоткам посмотрели. 380 фоток было, а потом еще столько же. Опять акцент, тут посерьезнее. Тут у нас стоит... параллели, да, две серединки, да. X6 кто?
Эльки. L, 2, 25 Neo. И восьмерка. А что это, 8P, да? Да. Так, это у нас одна полоса, это еще одна полоса и это еще одна полоса. Да, ну, Тут у нас кто? это 580, Саша. И он по каналке, да, включен? Или не включена по каналке? Не включена. Сегодня просто модно, все заезжают на процессорных мафонах, но по каналка выключена. Так, тут у нас стоит шестиканальник Урал. И вот это что, АЦВ? Это Моник? Да, Или да. двухканальник? Это двухканальник. Но он как моник, да, работает или нет? Не. А где мой? А, вот. Это Момо D1000. Он на SAP, да, Да, у нас? он на SAP играет. Это 38 FX, да? Здесь у нас самое веселое, я так чувствую, начинается на шестиканальнике. Тут у нас, рассказывай, 2 канала это меды, 2 канала это СЧ, да? Да. И 2 канала пищи. Нет, 2 канала Пищи там. пищалки А тут- здесь. Здесь каждый по одному каналу. Ого, вот так даже, да? То есть у тебя вот это все По с одному. разных каналов усиления. Да, по одному. Поэтому я к вам и приехал. Где это все делалось? Это своими немного руками и у тебя, Саш, в ателье. У Тиграна? Да. Ага, я понял, сейчас посмотрим. А настраивал Тигран, я так понимаю, да? Да, чуть-чуть настройки были Тиграном сделаны. Так, Я... а зовут тебя как? Сергей. Сергей, и так основная цель просто проконсультироваться, мнение услышать, или есть конкретные какие-то моменты, там что-то не устраивает, доработать, вот и Все хотел. устраивает, все хорошо. Ну, хотелось, наверное, немножко поднять фронт, потому что мне кажется, что он играет немножко суховато. Может быть, где-то подсказать по настройкам мне, чтобы я немножко добавил, может быть, там Ну это сейчас высоких, посмотрим. низких. А поднять ты имеешь в виду по качеству звука или по громкости? Наверное, больше по качеству. Ну я понял. Потому что по громкости это хитрый ход. Знаешь, Ну, типа да. ты сам можешь это сделать, но боишься. Да. Ты думаешь, Это Саша точно. спалит, будет нормально. Твиттеры порезаны на 8. Отлично. Динамики снизу на 100 подрезаны. Сверху 6,3. Пока все вроде правильно. Сабвуфер 63. По кроссоверу вообще вопросов нет. Настроено нормально. Баланс соблюден. Это точно Тигран делал? Что ничего не перепутал? Все хорошо, да, все Да. нравится, все было отлично сделано, доволен на все 100. Значит, нам надо поднять чуть-чуть тоналку, да, тональную точность чуть вывести, чтобы по качеству не играла. Ну и сцену, я думаю, тогда подтащим чуть-чуть, попробуем. Акцент, после него был акцент, а теперь акцент. Таганрог где-то недалеко, видимо, да? Ненавижу громкую музыку. Сделайте потише. Эти ребята чисто замерить. Тот акцент довели. Я не знаю, даже слышно меня или нет. Там что-то громкое происходит. Замерили пацанов, говорят, не валит. 150 сходу у ребят в седане. Ебать, как много высоких! Нихера себе, это она одна так цикает. Леха, какой у нас вывод по обзору BMW? BMW? BMW это вот за эти деньги вы можете получить вентиляцию сидений, кожу, индивидуал руль. Получить очень много опций за очень мало денег. Но не берите Active 7 гибрид, да, или как он правильно? Вообще не берите BMW никогда. Потому что ваших денег не хватит. Я хотел к этому плавно подвести. Не, или берите эвакуатор новое запасной. Kia Rio за те же Да, деньги. лучше запасной эвакуатор. А Гелендваген ломается, да? Вообще никогда. И ну его нахуй, да, когда он ломается? А он все время сломан. То есть машина стоит миллион, но в ремонте так же, как за Дороже, 15. Короче, я хотел сказать, что не берите гибрид, не берите Не. лонг, не берите 11 года машину, посвежее берите. Не берите, блядь, F01, возьмите F10 лучше. Не берите BMW вообще никогда. Никогда не берите А у тебя BMW. с собой этот СТС? СТС нет. Ну это владелец этой машины. А теперь у нас SQ заехала трехполоска. Зовут как? Евгений. Евгений на Калине. И если Витя Моц в ближайшие 18 часов не закончит вот с этой машиной, он долго с ней уже трахается. И ничего настроить невозможно. Потому что машина очень громкая. Ее внутри слышно громче, чем свои мысли. Так, тут у нас, зацените, первый 88-й. Я удивился, что крутилки еще живые, но они тут такие уже крашеные, да? Так, расскажи, что у нас за твиттеры, среднечастотники, меды? Все на Уралах, Вархадах. Это все Урал, да, 3 полосы? Да. Так, а усиление? Усилители на меды стоит двухканальник Ground Zero. Двухканальный какой? Ground Zero. Ground Zero. Это На меды. Ага,
А на серединке пищалки и сабвуфер стоит 5-канальник Урал Победа 5700. А зачем 5? Чтобы место сэкономить. Ну 2 канала пустые, да, получается? А, 1 канал пустой. Серединка пищалки и И САП. Все. То есть моноблока у нас нет. Фон есть? Нету фона? Ну, вот видите, уникальный случай. Пионер и 5-канальник. Причем на 5-канальнике твиттеры висят вместе с САБом. И фона нет. Ни одной машины сегодня не было, которая не требует переподключения. Ну, ты знаешь, что я постоянно кидал на САП, САБовый канал на САП, а на медовые меды с серединками, да? Ну, а вот тут вот эта старая школа, когда... САПовый канал на меды? Да, правый мид на САП через Y раздвоенный, понял? Да, это супер идея. Да. Мафан ограничен в кроссовере поверху, и поэтому у меня на САБовом канале сколько? 250 Гц максимум. Меды больше 250 не пустишь. И они играют с САБом. САБ отключить отдельно нельзя. Это вот старая школа. Еще раз отвечая на вопрос, что можно подключить не так. Все подключают не так, ребята. Вот меня убило, что типа, а как можно не так подключить? Не так подключена каждая, не знаю, 9 систем из 10. Здесь мы что имеем? Вот кучу Y, каналы неправильно разветвленные. То есть нам сейчас нужно вот в этот 5-канальник завести среднечастотный канал и дать этот же канал вот этому 2-канальнику, потому что он на меды. Хотя я бы делал, конечно, чуть-чуть по-другому, изначально компоновал систему. Но, видимо, были, да, именно эти компоненты в наличии. Ну, тут тоже можно сейчас решить, но нам совершенно по-другому надо сделать Y. Почему САП не надо кидать на медовый канал? Потому что САПом отдельно вы не управляете. LPF фильтр на меды, он ограничен магнитофоном, и, как правило, вы же цепляете на сабвуферный это канал. Если это вот пионеры типа 88-го, то там будет 250 Гц максимум. И меды выше вы подрезать не сможете. А в SQ-шной системе, ну, это бред. Они должны доигрывать там хотя бы до 1,5, до 2 кГц, а то и выше. Ну, на слух надо слушать. Таким образом, вот сейчас мы имеем меды, которые просто, по сути, дублируют сабвуфер. Ни хрена себе стекла 30. Это МОЦ включил свой МОЦ-мобиль. Пердеж этот, как можно слушать. Самый интересный на сегодня автомобиль с 3-полосочкой получился. Мне нравится, как играет. Если бы не Витя еще, он то Хундаем здесь устраивал мне ад. Невозможно было ничего настроить. То теперь этот включил свой кусок американского автопрома. Да вообще на ателье автозвука не похоже. Шлюшатня чистая. Посмотри, везде телки. Посмотри. Так ладно бы они одеты еще были. Навалишь? Давай навалим, посмотрим, как потолок падает. Витя суету наводит какую-то. Подожди, там Тёма открывает что-то, стой. Не работает. Только не слышу, не работает. Звездный Витя, видите у него, смотрите, звезды. Американский шпион. Хертрик хочешь? Не, еще ближе подойти. Смотри, я сейчас выключаю усилитель. Еще чуть ближе. Выключаешь? Да, выключаю. И что, ну смотри. я курю только, Витя, у меня не выбьет Смотри. сигарету сейчас. Я выключаю, сейчас будет. А это у тебя так выключается мафон? Да. Давай навали хоть, посмотрим, как потолок падает. Здесь нельзя, не разрешаю. Что? У меня коррупционные связи с ними есть. Давай его. Ну вальни чуть-чуть, ну видео снимаем, для видео можно. Если что, под мою ответственность. Но это не точно. А прикинь, там раз и закладка сейчас. Подожди, я замедленочку сделаю. Витя, а ты что? Исключение, давай твою тоже настроим. Ну, вернее, проконсультируем так. Давай. Во-первых, тебе нужно поменять вообще эти сиденья на. Машину, Саня. Да ладно, Кадиллак. Знаешь, сколько вот не описался это дождь? Ну, это МОЦ-мобиль, вы все его знаете, 32-й. Тут чуть-чуть не работает. Я хотел сказать закрепить магнитофон, но Витя уже это сделал. Ну и сабвуферы у Вити стоят. Я бы рекомендовал увеличить диаметр, потому что это чисто на быстрый бас, на верха. Но чтобы было больше ветра, надо ставить большего диаметра сабвуферы. Есть у вас больше в наличии? Ну, сделаем 64. 64 нужно парочку и в потолок один. Тёма,
Денчик, президент, мистер президент. И Вилсаком. Вилсаком тут. Тём, ну что ты скажешь, нормальная идея? Обкатали сегодня вот такую вот вещь. Ну, люди, я думаю, им в кайф. Я не знаю, что они там на руках. людей, чтобы там стояли, сначала переподключали, а Да, потом Это то, про что я вчера говорил. Настроить систему, собранную в другом месте, почти невозможно сразу. Нужно переподключать изначально ее. И сегодня вот все машины, что я настраивал, кроме одного акцента, я ничего не переподключал. По остальным рекомендациям по переподключению, ну, в любом случае, все, кто через мои руки прошел, были улучшены. Эти не знаю, что там нарукожопили. Спалили пищалки, сломали один акцент, на капиталку уехал. На капиталку? Там же ремень просто сгорел. Да, Витя залез. Ремень ГРМ вместе с клапанами. Там Пытался еще с пищалок ветра сделать, и все, и сломался ремень. Нет, позитивно, и я надеюсь. Пишите комментарии, вот кто здесь был, вы по-любому видео смотрите, потому что я всех снимал, спрашивал, можно ли снимать вас, можно ли снимать вашу машину. Вот Артем с Витей почему-то до этого не додумались, когда таксовали. Когда таксовали. Девушка одна вам предъявила, да, чтобы ее с видео удалить? целиком замазали. И вообще девушка недовольна. Я бы знал, я бы ей сразу въебал сучку. Это очень неоднозначно звучит. Даша, он про бас, хотя Даша в теме. 164 сразу. Пишите, стало ли лучше, пишите, все, всем покажите игру. Мы находимся в автосалоне Kia. Леша выбирает себе следующий автомобиль. Выбор между E63 с 213 кузове, Kia Optima и K900. Рожи криминальные, да, все? Посмотри. Я тебе рекомендую не делать глупых ошибок и посмотреть серьезно на Stinger. Что в Counter-Strike? Вот так оставляем и уходим. И включи поворотник сейчас. И смотри на прибор. Опа! Я унижен. То есть ты сейчас из Мерседеса сюда сел и все, и восхищаться начал, прикинь? Лешик, Да это бомба, слушай. быстро хуесось эту машину. Кайфово.